О, ребята, мы уже начали! Извините, немного затянуло. Тут вроде все простенько, но когда уже начал, оторваться просто невозможно. Сказать, что за игрушка? Rise of Civilizations. Это очень крутая мобильная стратегия с классическим геймплеем в духе олдскула, как мы любим. Эпичные войны, исторический сеттинг и огромные просторы для развития. Выбирай одну из 11 великих цивилизаций и веди ее от самых темных времен к эпохе прогресса и завоеваний. На подмогу себе можно призвать несметные войска и знаменитых полководцев, вроде Цезаря или Жанны Дарк. У каждого народа свои уникальные особенности и бонусы, которые обязательно нужно учитывать, если хочешь, чтобы выбранная цивилизация процветала, а не сгинула в первом же бою. Кстати, никто не говорит, что здесь придется постоянно воевать. Можно ведь заниматься торговлей и политикой, заключать крепкие союзы с другими игроками, совершать исторические открытия и многое другое. Скачай Rise of Civilizations по моей ссылке в описании и сам решай, каким путем двигать свой народ к величию. А сегодня, как вы уже поняли, я хочу попробовать сделать фонтан из того, из чего еще никогда раньше не делал. А именно, из кленового сиропа. Вот он, ребята, смотрите, у меня есть целые 3 бутылочки этого кленового сиропа. А вы знаете, что такое кленовый сироп? Это же самое любимое лакомство в США и в Канаде. Знаете, что они делают? Они берут этот сироп и поливают ним блинчики. И говорят, что это самая вкусная вещь в мире. Именно этот сироп Андерсонс сделан в США. Вот написано Made in the USA. Pure Maple Syrup. Pure and Natural, как говорится. Да, мой английский оставляет желать лучшего. Короче, здесь все на английском. Эта штука у нас не продается, официально не завозится. Я купил ее в интернете. Люди как-то сами там завозят, не знаю, контрабандой, не контрабандой, но как-то завозят. Смотрите, какой он густой. Он чем-то похож на мед, но немного более жидкий. И вы знаете, я когда-то один раз в жизни пробовал кленовый сироп, и он мне очень понравился. Это действительно очень крутая штука, ребята. А вы знаете, как делают кленовый сироп? Они берут обычный сок, кленовый сок, вот даже здесь нарисовано, смотрите, листик клена, такая штучка и капелька. То есть так же само, как мы собираем березовый сок, они берут клен, просверливают дырочку, получают сок, потом этот сок варят, вода выкипает и остается сироп. Представляете? Из 40 литров сока получают 1 литр сиропа. Смотрите, здесь у меня 355 грамм, то есть в этих 3 бутылках примерно литр сиропа. Чтобы получить этот литр, нужно было взять 40 литров сока, прикиньте. А еще кленовый сироп довольно-таки дорого стоит. Вот эти 3 бутылки обошлись мне в 1000 гривен. Это примерно 2500 рублей, представляете? И меня немного смущает его густота. Вдруг он недостаточно густой? Ведь, как вы знаете, фонтан получается только из густых продуктов, типа топленого шоколада, или сгущенки, или меда. А может получиться так, что я его залью, а фонтан не получится. Это будет фиаско. Прикиньте, я выброшу 2500 рублей просто на ветер, потому что его потом уже нельзя будет есть, он просто испортится. И поэтому я приготовил блины. Смотрите, ребята, я их сам пожарил, какие они аппетитные, да? Ах, кто хочет блинчиков, ставьте лайк. Сейчас я попробую, вспомню, как это кленовый сироп с блинами. А то вдруг испорчу весь кленовый сироп и так и не попробую. Так, ну хотя, конечно, я попробую, я буду макать туда его, но все-таки надо из бутылочки залить. Так будет красивее. Вау, смотрите, как он красиво течет. Ой, это даже много. Нужно оставить что-то, а то не хватит на фонтан. Ребята, слушайте, вкус просто обалденный. Если вы никогда не пробовали раньше кленовый сироп, то обязательно его попробуйте. Ой, насвинючил, как обычно. Ну ладно. Итак, пробуем. Ребята, это действительно очень-очень вкусно. Такой необычный вкус, вы знаете, ни с чем не сравнимый. Рекламная пауза. Класс, ребята, действительно очень-очень вкусное. Если вы не пробовали, обязательно попробуйте. Хотя бы какую-нибудь маленькую баночку в магазине купите, самую малюсенькую. И обязательно попробуйте. Вам понравится.
100%. Я уверен, что нет такого человека, кому бы не понравился этот необычный вкус. Я даже не знаю, с чем его сравнить. Просто вкуснотища. Ладно, ребята, не будем тянуть кота за хвост. Побыстрее зальем кленовый сироп в фонтан, чтобы узнать, получится ли у нас что-то или нет. Поехали! Первая бутылка пошла. Смотрите, почти покрыло все там. Я думаю, что, может быть, хватит даже 2 бутылок, и третью не придется туда лить. Как он прикольно течет. Блин, ну такой немного жидковатый, конечно. Стрёмненько. Вдруг не получится. Эх, была не была. Включаем мотор. Давай, давай, пожалуйста! Да, фонтан, кажется, получается. Слабенький, конечно, и течет в одну сторону, но все же получается. Вы знаете, мне кажется, фонтан немного перекосился. Нужно подкрутить ножки и выровнять его. И тогда фонтан потечет равномернее по всем сторонам. Да, ребята, смотрите, я подровнял ножки, и кленовый сироп стал течь равномерно по всем сторонам фонтана. Конечно, если бы сироп был немножечко гуще, то фонтан был бы намного обильнее. Помните, какой был фонтан из меда? Прям загляденье. Густой, обильный. Красота просто. А этот немного слабоватый. Но все же он получился. И это радует, ребята. Кстати, по цвету он похож на Кока-Колу, правда? Такой же темный. Но из Кока-Колы фонтан не получится, потому что Кока-Кола слишком жидкая. А вообще прикольный фонтан получился. Смотрите, такие тоненькие струйки. Тоже очень красиво выглядит, правда? Теперь можно брать блины и наслаждаться изысканным вкусом. Кстати, ребята, а что если дать кленовый сироп муравьям-филлахам? Попробуем капнуть им кленового сиропа. Будут ли они его пить? Я капнул пару капель сиропа муравьям в поилку и начал ждать. Но муравей, который бегал по арене, все никак не хотел подходить к поилке. И когда я уже хотел выключать камеру, вдруг из формикария вылез еще один муравей и начал пить кленовый сироп. В принципе, ничего удивительного, я бы тоже на его месте начал жадно его пить. В конце концов, это же чистый натуральный продукт, без добавок, поэтому я думаю, что муравьям он пойдет только на пользу. В итоге муравей напился, его брюшко раздулось как шарик, и он, шатаясь, пошел обратно в муравейник. Да, ребята, эксперимент удался. Фонтан из кленового сиропа получился, пускай не такой обильный, как из меда, но тоже очень красивый. И я очень рад, что остался еще один бутылечек кленового сиропа. Уж его-то я буду использовать очень экономно. А еще мы накормили сиропом муравьев. И это тоже очень хорошо. Получилось такое насыщенное видео. Надеюсь, вам оно понравилось. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Всем пока!